Мындай. Одна четвертая игилхын. Эфир таяда шамнені стол худылығы жы бар жаш. Doğruğun bağa қыдавышын, балығын bağa. Ержи кинен запускағап. Мастерским өлі, үшейм ұмытны өлі ойыныш. Кандидат ұдылы, мастерін ұдылы варылдың ұғыйғы жа. Айлға оған бе? Тон хыды зон хана ире ұғы жа. Тема ханин намды ұғыйын. Честно, поставлю, не помешал. Да, нет? Что, только подошел? Не, я еще ходил. А что за программа? ОБС, что ли? Ну, конечно, вот что. Другого нет у нас. Так, с этого нет у тебя? Пауэрбанк. Некуда воткнуться. Там же розетка и сзади. Да нету этого. Блока нет. А, есть? Да, ну у меня сейчас только свой зарядка. Саша, пошли. Чего? Уважаемые зрители, участники, тренеры, мы начинаем вторую часть первого дня Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта Советского Союза Олега Александровича Алексеева. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. 1/4 финала. Рабданов Эрдыни, Республика Бурятия. Дагаев Андрей, Республика Бурятия. На ковер вы приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Сынгы Дамдинов, Республика Бурятия, Константин Хангалов, Иркутская область. 1/4 финала.
Наши блогеры крутые, Тимур Бадмаев, Болот Сактоев. Все, уже все на фокусе. Иркутские тут еще больше нету, да? Не, ну до конца края, кажется. Это все местные, наверное. Поэтому можете заканчивать и потом нажимать сейчас быстренько перекушу, приду. За хыдизон харжаны мудну көп. Неман харомнова. На ковре А чисто техническую победу одержал Рабданов Эрдени, Республика Бурятия. И выходит в полуфинал наших соревнований. На ковер приглашаются Пучков Сергей, Республика Бурятия, Дареев Игнатий, Иркутская область. На ковер А повторно приглашается Дареев Игнатий, представитель Иркутской области. На ковре А победу одержал Константин Хангалов, Иркутская область. Приглашаются Намгин Серенжапов, Бурятия, Пурбо Дашипылов, Республика Бурятия.
после этой встречи приготовиться борцам Шахтурову Баиру, Бурянову Максиму. И зона. А на ковре победу держал Тамбин Сергунжапов, Бурятия. Приглашаются Артем Баракшонов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край, Николай Николаев, Иркутская область. А на ковер мы повторно приглашается Николай Николаев, Иркутская область. Ходим. Все слышно. Видишь, тут я, получается, эти записи веду, говорю, сохранять не буду, так как там много конфиденциальной информации, говорит там. Обычная критика, конечно, чтобы сохраниться, не дай бог, там. Ну ладно, здесь буду сейчас фильтровать. Когда фильтровать начинаешь, уже чувствуешь себя маленько неуверенно. Так, ну вот Сергей Пучков, болеем за него 1-0. Все, выиграл с минимальным преимуществом. Победу одержал Сергей Пучков, Республика Бурятия. И проходит следующий круг. Так, Приглашаются Шахтуров Баир, Республика Бурятия, Бурянов Максим, представитель команды Республики что, Бурятия. туда показывать, да? Камеру туда, да? Туда-сюда Хамавы. Хамал. Плюс мне один микрофон, у меня на два микрофон. ковра. Так, это ковер Б же, там? Ковер Б. Ковер Б. Баракшонов. Ну, Баракшонов. Люблю сейчас уже пробовать, осмеливаюсь прогнозировать некоторые схватки. Баракшонов сейчас очень хорошо набирает, так как я постоянно нахожусь рядом, вижу, как он тренируется. Борец в красном трико. Очень трудолюбивый парень, все время остается в конце тренировки и работает. По сравнению с прошлым годом, конечно, заметно набрал он. Вот видите, крест. Так, крест маленько не получился. Иркутские тренеры тоже не дремлют, готовят своих парней. Так, Серега Зверь. Вот тут у Серега Пучкова, сколько у него поклонников здесь, а? О, Андрей Хабарков с Америки. Андрюха, привет. Андрей Хабарков у нас на связи. Так, на ковре, на соседнем ковре борется у нас Бурянов в синем трико. Так, красное трико еще не написали.
Wrestler One. У нас вот тут функционал. А? Что писали? Ну там видимо не успевает никак. Ушит-то? Так, ух ты, тут смотрите, Баракшонов отдал. Счет сравнялся. По качеству выигрывает Николаев. Счет 2-2. Бороться еще и бороться. Так, опа, перехват. Вот, есть. 2 балла есть у Баракшонова. Счет 4-2. Капкан. Здесь капкан. Эх. Да, вот здесь, конечно, вот это поколение молодых борцов почему-то, вот если рассуждать, ну, накат-то, конечно, он хорошо делает. Потому что я сам пробовал от наката стоять у Баракшонова. Скажу вам, очень тяжело стоять там. Грудная клетка прямо трещит по швам. Сам на себе проверял. Ну и, соответственно, оценил. Очень надежный захват делает Эрдем. Такой ломающий, в кавычках. Сдавливает очень сильно грудную клетку. За счет болевых ощущений в основном спортсмен у нас отдает 2 балла. Так, все, пошли по углам. Смотрим следующий ковер. Счет там 3-0. Так, напомню нашим зрителям, Манеж Харакшит. Соревнование проходит только среди кандидатов в мастеры спорта. Мастера спорта не допускается. Так, Алдар Бальжанимаев, олимпийский чемпион, секундирует. На ковер А приготовится Артема следующий Барашова. паре борцов. Дубин Вадим, Дашидундуков Аркадий. Так, смотрим дальше, как будет разворачиваться встреча между спортсменом из Бурятии нашей и Иркутской области. Соседний наш регион, наши братья. Манеж Бурядут. Бурядут. Так. Призовой фонд у нас на этом турнире считается среди такого уровня, среди кандидатов, такой, я бы сказал, отличный. 650 тысяч рублей, если мне не изменяет память. То есть за первые места спортсмен, по-моему, получает 20 тысяч рублей, если не 25, ну, где-то 20, по-моему. 15 тысяч идет за второе место. И за третье места по 10 тысяч рублей. Плюс бонус тренеру, подготовивший чемпиона, 10 тысяч рублей. Ну и, соответственно, конечно, будут спецпризы, будут отдельные номинации, я думаю, за лучшую технику, лучшего борца. Я бы еще бы, конечно, добавил такую номинацию за самый зрелищный прием. Хотя, в принципе, еще не поздно обратиться в руководство, внести от своего спортивного клуба какой-нибудь призовой фонд, скажем, хотя бы в размере там 2-3 тысяч рублей за самый зрелищный бросок. Так, ага, Эрдем опять в оборону уходит. Вот смотрите, это мое личное мнение, конечно. Так, многие спортсмены, наши борцы уходят очень рано в оборону, имея преимущество в 5, в 6, иногда некоторые в 2 балла преимущества уходят в оборону глухую. И начинает держаться у себя в крепости, так в кавычках, вот контратака. Все, сейчас Николаев будет рисковать, я думаю.
терять нечего, смотрите. Опа! 2 балла. Так, по 2. Мост, правильно, здесь мост нужен. Все, давай, накат, делай, РДМ. Ну, тоже бывает, эмоции, конечно, не удерживают, так что строго не судите. Иногда бывает такой внезапный скачок эмоций, что начинаешь кричать во все горло, что даже звук иногда расплывается. Так, ну я думаю, все, РДМ выиграл, проходит следующий круг. Так, смотрим на соседнем ковре. А на ковре победу одержал РДМ Баракшонов. Республика Бурятия, параллельно закрыт Забайкальский край. Приглашаются Беликтов Ганджапов, Бурятия, Цериторов, Забайкальский край. Да, интересная схватка. Ганджапов Беликто. Ученик Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Один из одаренных наших сыновей. И, кстати, будет очень интересно посмотреть в следующем кругу, как он отборется с Баракшоновым. Так, треба смотреть, как будто тормозит. Баракшоновым очень интересно. На ковре А победу одержал Шахтуров Баир. Так, вот, смотрите. Республика Бурятия. Ганджапов. Приглашаются Дубинный Вадим, Иркутская область, Беликто Дашкунтуков Ганджапов. Аркадий, Республика Бурятия. Так, смотрим поединок. Ну, я думаю, должен вынести Белик. Смотрите, какая у него начинается борьба интересная. Всегда начинаются атаки. К выходу на ковер приготовится борцам весом до 70 килограммов. 1/4 финала. Батру Садинджапову, Аюшзанаеву. Сколько смотрел схваток Беликто Ганджапова, никогда не видел. Конечно, четко моя правая рука, телефон тупо не берешь вообще, нужна ты твоя помощь, вообще до тебя не дозвонишься. Да? Помощник от Бога. Так, извиняюсь, это на меня уже наезжает. Ну ничего, по-свойски. Так, на чем я? Куда звонить? Хотя, если Мне там- позвонят, у меня, короче, этот без звука стоит там, не показывает экран, короче, чтобы не отвлекаться. ну, короче, эфир не чтобы это- помещает, да? Ну. Так, ну вот видите, Белик 2 балла берет. Накат, в принципе, неплохо делает. Так, смотрите. Опа, Кэндалл Кросс делал вот этот. Кроссовский делает. Ух ты, смотрите, какой красивый, зрелищный. Тут надо аккуратно, Белик, ты что, елки. Так, ну, видимо, недавно практикует этот прием, потому что раньше я не видел, чтобы Белик пробовал. Ну, как говорится, всегда бывает промашки, промахи. И самое невероятное, как говорится, учение в жизни, это, конечно, проход через практику. Все действия через практику. Обязательно сопровождающиеся ошибками. Человек, который пробует, повторяет и терпит это повторение, как правило, добивается многого в жизни. Так, были давай, Баирка, красава. Так, я тут некоторые комментарии не замечаю, если тут что пропустил, извиняюсь. Беликто Ганджапов в красном трико. Цериторов, Забайкальский край в синем трико. Счет 6-2. Была попытка атаки. У Белика очень хорошая, неплохая защита. Поэтому, смотрите, контакт как ходит.
Оп. 2. Еще 2 балла. Ну и во втором периоде, я думаю, Белик добьет своего оппонента. А вот смотрите, наш как раз собственной персоной Вандан Цидиндамбаевич Базаров. Вот 2 коллеги. Батма Батович Базаров, извиняюсь. Вандан Цидиндамбаевич Базаров. Так, зрителей маленечко прибавляется. Я думаю, завтра на финал должны подойти. Так, Беликтор Ганджапов. Все. Сейчас ему один взрыв, чтобы завершить. Да, внимание представителям команд. Просьба собраться с левой стороны судейского стола у выхода. Все, 10-0, 12-2 вернее. Преимущество 10 очков. А на ковре победу держал Беликтор Ганджапов, Республика Бурятия. Смотрим А на ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Батыр Цидинджапов, Бурятия. Аюша Аюшзанаев, Бурятия. Так, мы идем, смотрим наших комментаторов. Да, внимание, представители команд просим подойти к судье при участников с левой стороны судейского стола. Белик молодец, да, баттеры, баттеры покажите, баттеры, вот эти, наверное, баттеры, да? Баттеры. Ну, здесь, честно говоря, борется такой слабенький сорт борцов, извините за такое выражение. Кандидаты даже не А на знают. ковер повторно приглашается Батыр Цидинджапов, Бурятия. Кандидатов есть ли, нету ли. Что-то не похоже, конечно. Ну, наверное, разрядники, я думаю. Первый разряд есть. Так, здесь у нас в ожидании Аюрзанаев и Цидинджапов, что ли. Ожидание, здесь тоже ожидание. Так, давайте. Ожидание. Вот за кулисы, наши за кулисы. Тимур, Болот. А на ковер повторно приглашается Благодаря- Батыр Цидинджапов. Весовая категория 70 Благодаря килограммов. освещению Болота, Тимура, Республика у нас Бурятия. в борьбе в Бурятии, по крайней мере, уже знают, что есть какие борцы определенные, Вон он там фамилиями, именами. одевается. Поэтому, Болот, благодарим вас за освещение. Поэтому Прямой эфир Род Характы. прямой эфир у Болота Сактоева, А записи у Тимура Батмаева. а на канале. записи у Тимура Бадмаева на канале. Будут. Поэтому сейчас мы в дальнейшем, я думаю, будем как-то это систематично разлаживать, чтобы многие все знали, как, чтобы моментально, раз один сказал, и прямо 1000 человек уже знали, чтобы как-то оперативно вся вот эта система работала. О, лайки есть. Если лайки есть, значит хорошо, да? Сердечки летят, когда. Так, ладно, смотрим дальше. Так, давайте, вот здесь интереснее ставка, по-моему. Смотрим. Ханда, Менде, Болот всем Менде передал. Тимур тоже. Хотя Тимур не передавал, по-моему, Менде. Передал. Я прямой эфир все равно сохранять не буду. Что-то мне так понравилось. Хотя, конечно, тут сохранится. Ну ладно, ничего. Я думаю, там Манеш, Бурядут, Харакшит строго осуждать не будут, наверное. Все знают, что мы все болеем за наш совершенно вид спорта. Все хотим, чтобы у нас ребята прославляли нашу родину.
защищали честь нашей республики. Не только на всероссийских турнирах, но и на международных аренах. Так, Батыр Цыренжапов уверенно. Аюр Жанаев. Так, ну, кстати, Аюр Жанаев. На ковре А победа попала, одержал Дубинный Вадим, Иркутская область. Приглашаем борцов весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Цыренжапов, Буинто, Линчинов, Линчин. Оба представители команды Республики Бурятия. Так, ух ты, на соседнем ковре очень интересная схватка намечается. Так, здесь Батыр выигрывает. Так, какую будем смотреть? Барун Тышей или Зум Тышей? Тут, конечно, интереснее. А Юрий Занаев постарше парень. Спортсмен, по-моему. Ну, давайте так. Завязки. Так, вот Батыра Цыренжапова борьба. Атакующая борьба. Все время втыкает виллы, идет вперед. Внимание! Представители команд просим подойти к служебному выходу слева от судейского стола. Так, Батыр Цыренжапов. Ну, Батыр тут что-то ведет нормально. 7-0 уже. Я думаю, сейчас 9-0. 5-0. Арбитр на ковре Батыр. Беликтов Батырович Бадмаев. Так, Буинто, покажите схватку. Все. Первый комментарий пошел. Показываем Буинто схватку. Опа! Ничего себе, а? Бросок какой. 2 балла. Так, ох ты, да вы посмотрите-ка, а. Буинто. Я, честно говоря, думал, Линчинов должен здесь доминировать. Но вот что значит, когда два парня борются рядом, знают друг друга очень хорошо, и поэтому трудновато бороться с тем своим другом, так скажем. Очень трудно бороться, когда знаешь все его закорючки, финтиклюшки, всякие там. Так, у нас на проводе Сангади Ульзытуев, чемпион Тигиловских игр. Давеча у нас был 5-кратный чемпион Тигиловских игр Иван Гармаев. Его рекорд до сих пор так и не побит. Смело можно назвать Ивана Батыровича Legend. Ну, Батырович, я думаю, уже не стесняется, уже не против, чтобы его так называли. Иван Батырович Гармаев, 5-кратный чемпион Тигиловских игр. Опа! А тем временем у нас Линчин наверстывает свои упущенные баллы. И уже сравнивать счет 4-4. По качеству баллов даже выигрывает. Ох ты на! Вот это зрелищный. Зрелище. Вот за это можно дать, конечно, приз. 4 можно. Хороший, но 4 балла. Видели, да, как бросил? Линчинов разозлился. Не понравилось, что Буинто его начал там вначале так вот морщить, в кавычках. Все здесь. Ну все, Буинто сломался, я думаю. Смотрите, счет 4-10. И Буинто еле-еле встает. Еле-еле встает, идет в свой угол. Немножко даже шатается, по-моему. После этой встречи на ковре А приготовятся балдеет. борцам Он уже знает, Федосееву Александру, Шандакову Замляну. Победа уже близка. А вот на соседнем ковре у нас Батыр Цыренжапов. Что-то Для выхода на ковер приготовиться Бурятия, Маир Мухсин, Бурятия.
Посмотрим, какой характер у Клинцова. Опа. Ох ты вот это бросок. Ричин, не расслабляйся, давай, нормально, ты чё? Внимание! Тренеры, представители команд. Просьба подойти к служебному выходу слева от судейского стола. Судья при параде. А на ковре победу держал Батыр Сгенджапов, Бурятия. Приглашаются Денис Транчейн, Республика Бурятия, Баир Тиденов, Республика Бурятия, Забайкальский край. Представители Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Тыва, просьба подойти к служебному выходу от судейского стола слева к судье при параде. Так, Ричин опять ушел в оборону. Рано уходит в оборону. Стойка. Вот сейчас самое интересное. 7 секунд до конца. 7 секунд. Да, очень интересно сейчас. Классно. Посмотрим, опа, все, пошло. Рисковать. Куда? На ковре Б победу одержал Циденов Баир, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Приглашаются Муркуев Чингис, Республика Бурятия, и Шанимаев Дамир, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. А на ковре победу одержал Ринчин, Республика Бурятия. Приглашаются Федосеев Александр, Иркутская область, Дашидындаков Замдан, Забайкальский край. Первого будет показывать. Первого напишет, второй будет показывать. Где завязка?
Опа, вот этот проход, конечно, хорошо поставили. Так, Григорий есть. Николаевич приветствует. Приветствую, да, меня? О, Татьяна Викторовна. Выходу на Татьяна ковер Викторовна, А Сямбайну. готовится борцам Карпову Аркадию, Толстикову Руслану. Так, ну здесь, я думаю, Ишинимаев закончит досрочно. Все-таки как-никак призер России. Все? 10-0, что ли? Нет, 8-0. Еще немножечко. И все. Халахачха. Хваткие. Другой ковер, да? Ну давайте другой ковер. Все, 12-0. Ишинимаев на 4 балла. На ковре Б победу одержал Ешенимаев Тамир, Республика Бурятия, параллельный зачет Так, Забайкальский Викторовна, край. не знаю. Вообще не знаю. Ну, я думаю, на каком-нибудь да будет, по-любому. Руся будет бороться, не переживай. Снимем его. Как-никак чувствую тоже свою частичку труда. Только Аяр Хойр или Горбы сборов уже проходил со мной летом. Зонда. Александр Юршин. Только какую спецподготовку ему ставил неплохой тоже. Очень горд. То когда принимаешь, ставишь какой-то свой кирпичик. И когда уже выступает на уровне России. Так, здесь у нас 8-0. Я думаю, 10-0 будет сейчас тоже. 10-0, 10-0, 10-0. Ай, руку, аккуратно. Дурацкая привычка, руку вот так вот сгибать. Хадын зон ингжоу, если согнете, сразу она травмирует. Возможность будет, если... Так, давайте на этот ковер перейдем. Там закончилось. Жигзымаев. О, здесь одна из центральных встреч. Якимов vs Жигзымаев. Иркутск vs город Улан-Удэ. Иркутская область vs Бурятия. Он же с Агинском. Не, я знаю, но они же за Бурятию же представляют. Жигзымаев, Саян. Ну, Якимов, конечно, хороший парень такой, он помладше маленько, конечно. Младше. А у нас, кстати, тем временем народ, смотрите, собирается, что радует глаз. Смотрите, такая, вот. Так. Саян тут, конечно, опытный в этом плане, не спешит. Опа, что у меня сбросилось? VPN вылетел, что ли? Чисто техническую победу на ковре А одержал Федосеев Александр, Иркутская область. Приглашаются Карпов Аркадий, Республика Бурятия, Толстиков Руслан, Республика Бурятия. Вылетел. Идем. Манаш Харакшут. Харакшут, это зрители же, да? Манаш Харакшут, да? МДТ Харакшут Манкай, да?
Так, произошел вылет произошел. Так, смотрим дальше. У нас Загребаев. А на ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. 1/4 финала. В красном трико представитель команды Иркутской области Сергей Якимов. Имеет звание кандидата в мастера спорта. Его соперник Саян Жуксумаев представляет команду Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край. Также имеет звание кандидата в мастера спорта. Так, произошел вылет с инстаграма VPN, видимо, опять глюканул. Уже третий раз так происходит. VPN, видимо, не ввозит. Хамда, большое спасибо. Так, надо узнать мне, как платные. То есть, если VPN платный, тогда получается как? Мне все равно надо будет включать, да? То есть там рекламы уже получается не будет. Самое главное, что бесит в этом VPN, это выход рекламы. И иногда, когда, чтобы заработало какое-нибудь приложение, приходится ждать, смотреть рекламу. Так, у Жуксумаева Саяна там заминка, голеностоп. Вот, кстати, хотел бы отдельно поговорить по поводу голеностопного сустава у наших спортсменов. Это как можно сравнить шаровую у машины. То есть, если шаровая слетела, оригинальная шаровая, то уже всякими дешевыми запчастями ее заменять уже, как говорится, будет ненадежно. Поэтому я спортсменам всегда рекомендую, надо то, что в оригинале находится, надо ее усиливать, укреплять с самого начала, даже когда нету травмы. Делать специальные упражнения. А у наших спортсменов очень многих, кто сделал уже операции, у кого до сих пор барахлит. Так, опа. Пятки. Красная зона. Опа. К выходу на ковер А приготовиться борцам Римчинову Владимиру, Ермолаеву Константину.
На ковре А победу одержал Толстиков Руслан, Республика Бурятия. Приглашаются Ринчинов Владимир, Республика Бурятия, Ермолаев Константин, Республика Бурятия. Внимание тренерам, представителям команд. Просьба собраться у служебного выхода слева от судейского столика. Всем тренерам, представителям собраться у служебного выхода. Вас ждет судья при участниках. Не надо, не надо, Сергей, если хочешь выиграть, не надо кидать. Коян сейчас остановится. Надо бить сразу. А на ковре Б победу одержал Сергей Якимов, Иркутская область. А на ковер Б приглашают борцы весовой категории до 79 килограммов Дмитрий Котопов, Бурятия, Жаргал Аюжанаев, Республика Бурятия.
К выходу на ковер А приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Циденову Цидену, Оржак Аттуку. На ковре А чисто техническую победу одержал Римчинов Владимир, Республика Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Циденов Циден, Республика Бурятия, Оржак Оттук, Республика Тыва. Взрослый. На ковре А в красном трико борется Циденов. Представляет команду Республики Бурятия, имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Его соперник Оттук Оржак, представитель команды Республики Тыва, имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта.
персонала может не хватить. Вот, смотрите. Все решается во втором периоде. Судя по тому, какой подготовленный приехал Тувинец, смотрите, как он бодренько идет. Стадион у нас немного подшатывается. Уже немножко поплыл, я думаю. Ну, как говорится, сейчас как раз будет проявляться волевые качества. Смотрите. Ой, ой, все. Все, ла. А на ковре чистую техническую победу команду поддержал Жаргал Аюжанаев, Республика Бурятия. Приглашаются Чингис Сержапов, Бурятия, Павел Шишлаков, Иркутская область. На ковре А Что и требовалось доказать. чистую победу одержал Оттук Оржан, Говорим, Республика надо тренироваться, Тыван. ребята. Так как вы Приглашаются тренируетесь, Цидеев Амгалан, Республика Бурятия, Цириндаржиев, Аксалан, профессионалам очень Республика тяжело выигрывать. Бурятия. Надо тренироваться нормально. Надо пахать. Не только на тренировке, но и в режиме. Сколько раз я им говорю про это. Так, что-то у нас заминка здесь. Не надоело? 19 человек нас. Спасибо, что смотрите. Еще раз благодарность вам. О, и вылетели. Так, ладно. А Мархум Халта, что-то у меня уже голова закружилась. На ковре Б в красном трико борется Циринжапов Чингис. Представляет команду Республики Бурятия. Имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Его соперник Павел Шишлаков, представитель Иркутской области. Имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта.
Так, вниманию представителей участников, болельщиков после этих поединков на ковре торжественное открытие. На ковре А в красном трико Судеев Амгалан, представитель сборной команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. В синем трико Арсалан Цириндаржиев, Республика Бурятия, имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта. На ковре Б победу одержал Павел Шишлаков, Иркутская область. Нет, но я
Зачем я взяли, не взял? Сразу. Там 60 с чем-то, что ли, осталось. Внимание участникам, приготовиться на парад открытия. На ковре А победу одержал на последних секундах Цидеев Амкалан, Республика Бурятия. Мы скажем слово о борце. Мы доброй памятью почтим того, кто дал дорогу остальным. То, что он мощный, и то, что он 82 килограмма, и тем более бурят, внешность его, не только там внешне он был красивый, внутренне очень красивый. Душа добрая, хорошая, такой чуткий, добрый. Что Олег Александрович — это
рассеянно косить. Это было непривлекаемо. Сегодня в поселке Усть-Ордынское высится величавый спортивный зал имени Олега Алексеева, специализированный на занятия вольной борьбой. Когда семья Алексеевых переехала в районный центр, маленький крепыш Олег даже не задумывался о том, чтобы бросить культивирование физической силы. В то время один из родоначальников спортивного движения в Усть-Ордынском округе Константин Батюрович Баймиев открыл спортивную школу. Олег Алексеев записался в секцию велоспорта. Кстати говоря, велоспорт дал Олегу Алексееву мощный козырь. Он загонял буквально с секунды по 2 секунды. Загонял, там люди отвисало секунду. Константин Батюрович открыл секцию вольной борьбы в центре Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Я выбирал таких, которые уже физически были подготовлены. Братья Алексеевы – одни из первых бурятских участников первенства России. Стали призерами с того времени. Через год стали одними из первых мастеров спорта Советского Союза. После окончания школы Олег Алексеев поехал в Улан-Удэ. Константин Батюрович буквально передал прошедший первичную огранку бриллиант своему младшему брату Геннадию Баймиеву, основавшему секцию вольной борьбы в Восточно-Сибирском технологическом институте. Самое короткое, могу что сказать, он на моей смене вырос. Как партнер я уехал. Для профессионального, значит, подготовки он был, ну так скажем, вынужден перевестись на пединститут, на спортфак. У него пошли результаты, он выполнил норматив мастера спорта международного класса и уже входил в состав сборной Союза. А ведь это тяжело, тебе никто не подскажет, как надо вести себя в этой сборной, как надо с ребятами себя вести, как надо вести себя с тренерами, как быть на этих соревнованиях. В пединституте на спортивном факультете борцовское направление возглавлял Валерий Николаевич Иванов, который и сам продолжал выступать на ковре. В конце второго курса он становится чемпионом Советского Союза среди студентов. Он сразу вышел в ведущей позиции, в 1977 году уже чемпион России, первый чемпион России. Первый победитель Бельского турнира, он 2 раза был победитель. У Олега Алексеева были победы на других, не менее значимых соревнованиях. И тотальное доминирование над выдающимися борцами мира в своем весе. 8 побед над чемпионами мира. Золотая медаль чемпионата Европы, завоеванная Олегом Алексеевым, это была историческая веха. Почему именно муринский баттер Олег Алексеев прорубил окно в Европу? Он обладал исключительным логическим мышлением. В канун Олимпиады 80 Олег Алексеев находился на пике формы. Но судьба, она интриганка. Во время тренировочных схваток ему сломали ключицу. Он мог бы еще лучше себя проявить и чемпионатов мира, и даже в Позже Олег Александрович Алексеев перешел на тренерскую работу. Иван Ярыгин, тогда еще сборной команды СССР, поставил Олега Алексеева курировать как тренер сборной команды страны Республики Беларусь. Второй исторический факт. Я хочу рассказать вам, что он был государственным главным тренером сборной команды Республики. Тренерским бенефисом стал чемпионат СССР 1990 года. Под его руководством Сергей Замбалов завоевал золото, Борис Будаев – серебро и Александр Бардаханов – бронзу. Все успехи, достижения и победы последующих поколений бурятских борцов подготовлены теми, кто был первым. Опыт передается, подсказывал, вот, и мы дальше вот так должны тоже на ковре показывать молодым. И молодые дальше вот так, поколение по поколению. Ну, у тебя, когда есть такие яркие примеры, как Олег Александрович, он смог, я, наверное, тоже смогу, у меня тоже получится. Ну, так росли. Сейчас дети так растут, я думаю. Когда Олег Александрович Алексеев в последний, как оказалось, раз посетил родовые места, над ним плавно пролетел степной орел. Степной богатырь долго провожал его взгляд. Он улетел.
вслед в страну небесных орлов. Добрый день, уважаемые гости, спортсмены и тренеры. Мы рады приветствовать вас на третьем всероссийском турнире по вольной борьбе среди мужчин в памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Олега Александровича Алексеева. В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Олег Александрович был первым представителем бурятской школы вольной борьбы, первопроходцем, который останется навсегда первым призером первенства РСФСР в 1969 году, первым чемпионом РСФСР среди студентов в 1973 году, первым членом сборной команды РСФСР по вольной борьбе в 1973 году, первым чемпионом СССР среди студентов в 1974 году, первым членом сборной СССР в 1975 году, первым серебряным призером спартакиады народов РСФСР в 1975 году, первым серебряным призером чемпионата РСФСР в 1975 году, первым и четырехкратным победителем чемпионатов РСФСР, первым победителем Кубка СССР в 1976 году, первым серебряным призером чемпионата СССР в 1977 году, первым мастером спорта СССР международного класса в 1976 году, первым обладателем Кубка мира в командном зачете в 1978 году, первым чемпионом Европы в 1979 году, первым бурятским тренером, который вошел в тренерский штаб команды СССР. Борцовская слава Олега Алексеева. Пусть каждая по праву нетускнеющую славу ей принес Олег, азиат, но он в Европе первый человек бурятского народа, гордость на душе, богатур наш Алексеев, всех соперников рассеяв, взял Европу на душе. На всех языках люди все говорят восторженно и придыханно. Чемпион бурят, чемпион бурят, потомок Чингисхана. Бликуют вспышки, Европа в восторге, звездный миг коронации. В едином порыве трибуны встали, бурят на пьедестале. Слава нации, гордость нации, железный быт нации. Эти строки прочел и посвятил Олегу Александровичу народный поэт Республики Бурятия Ясугей Сендуев. Олег Александрович ушел из жизни в 2015 году, оставив после себя неизгладимый след спортивной славы. Уважаемые друзья, сегодня в третьем всероссийском турнире по вольной борьбе среди мужчин в памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Александровича Алексеева принимает участие 96 участников из 5 регионов России. Приветствуем парад участников. Забайкальский край, Иркутская область.
народу и делают его уникальным. А любовь к матери, родине, России – это не просто фраза, а сущность нашего народа. Вас приветствует заслуженная артистка республики Бурятия Батмаханда Аюшеева.
участники, уважаемые зрители, уважаемые организаторы, тренеры, уважаемые судьи, все, кто присутствует сегодня в этом зале. Я рад всех приветствовать от себя лично, от лица правительства Республики Бурятия на этом очень знаковом и знаменательном для нас событии, всероссийском турнире, третьем уже всероссийском турнире памяти Олега Александровича Алексеева, который был первый действительно практически во всем, первый в нашем любимом и очень дорогом для нас виде спорта — вольная борьба. Я, конечно, хотел бы поблагодарить всех гостей нашего турнира за то, что они приехали и своим участием поддержали наш турнир, поддержали его статус как турнира всероссийского, который дает возможности для дальнейшего достижения спортивных успехов, выполнения нормативов, для присвоения звания мастер спорта России. Конечно, вольная борьба для Республики Бурятия — это базовый, очень любимый вид спорта во всех, без исключения, населенных пунктах, во всех районах нашей республики. И сегодняшний турнир — это лишнее тому подтверждение. Я рад всех приветствовать на этом соревновании. И, конечно, хочется сказать о том, что у нас в Республике Бурятия очень много достойных примеров. И Олег Александрович, безусловно, является одним из ярчайших примеров для подражания, ярчайших примеров спортсмена, человека, который своим трудом, своим трудолюбием заслужил уважение не только к себе, как к человеку, но и к целому народу, к нашей республике, представил ее на всероссийской, всесоюзной и международной арене. Он доказал и показал, что наши спортсмены из Республики Бурятия по вольной борьбе могут находиться в сборной команде Советского Союза тогда еще, теперь уже Российской Федерации, могут достигать самых больших результатов, могут быть наставниками для наших ведущих спортсменов. И это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы пожелать нашим спортсменам, которые сегодня делают, ну, может быть, не первые, но одни из первых шагов в этом очень прекрасном и зрелищном виде спорта, стремиться к самым высоким спортивным результатам, быть достойными людьми в жизни и, конечно, достигать все новых и новых успехов. Всех с праздником вольной борьбы, всем успехов и удачи! Слово для приветствия предоставляется Вячеславу Анатольевичу Давлетзурову. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые борцы, уважаемые тренеры, уважаемые болельщики, судьи, уважаемые родные и близкие Олега Александровича, уважаемая Софья Бачиновна. Я сегодня очень рад от того, что когда-то в 2018 году мы все вместе с Федерацией вольной борьбы Республики Бурятия по инициативе Софьи Бачиновны мы организовали турнир памяти нашего легендарного спортсмена, легендарного тренера Олега Александровича Алексеева. Как говорят в народе, человек жив, когда жива о нем память. И я хочу сегодня сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто был инициатором. В первую очередь, конечно, еще раз супруге Софьи Бачиновны, которая с огромной любовью и трепетом хранит память о своем муже. Я знаю, сколько времени, сколько энергии она потратила, чтобы этот турнир состоялся. И сегодня очень рад, что мы с вами находимся уже на третьем всероссийском турнире по вольной борьбе в памяти Олега Алексеева.
Я хочу пожелать нашим спортсменам, нашим молодым ребятам, нашим борцам, чтобы вы брали пример именно с таких сыновей нашей республики, нашей страны, как Олег Александрович. Чтобы вы ставили самые смелые цели и самые амбициозные задачи перед собой, как ставил перед собой Олег Александрович. Чтобы вы достигали и прославляли нашу республику и нашу страну на международной спортивной арене. Хочу всем зрителям пожелать получить массу положительных эмоций, насладиться красотой одного из самых ярких и красочных видов спорта вольной борьбы. Еще раз с праздником спорта, с праздником вольной борьбы. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Сергею Мироновичу Пашинскому. Уважаемые болельщики, уважаемые ветераны борьбы, уважаемые участники соревнования, уважаемая Софья Большинна, дети, внуки, разрешите мне от всего депутатского корпуса поздравить с этим знаменательным днем памяти турнира Олега Александровича Алексеева. Я один из немногих, кто с ним выступал на ковре, с кем мы с ним тренировались, пролили не одну бочку пота, поэтому мне, конечно, о нем говорить всегда приятно, и в моем сердце он всегда остается звездой, самым сильным в вольной борьбе. В вольной борьбе много у нас здесь было сказано звезд, современных, будущих, но нужно понимать, что психологический барьер пробил Олег Алексеев. То есть на сегодня это не Россия, это много стран на сегодня присутствует. Вот в России это был Советский Союз. И впервые и Республика Бурятия в нем на сегодня не очень большая в России, но в Советском Союзе она была совсем маленькой. И, конечно, Олег Александрович Алексеев пробил, показал всем нам, будущим поколениям, что нужно идти вверх, можно добиваться самых высоких результатов, и это мы, конечно, все помним. Поэтому, уважаемые болельщики, участники соревнований, хочу пожелать вам здоровья, оптимизма в это непростое время, бодрости духа, а ребятам пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Геннадию Алексеевичу Асадоеву. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры, уважаемые ветераны спорта, уважаемые любители спорта, уважаемая Софья Бальчиновна. Мы сегодня никак не могли не присутствовать. Мы сегодня приехали ночью, много коней поменяли для того, чтобы приветствовать вас здесь. Сегодня мы горды за нашего земляка, за того, кто был первым среди лучших. Когда говорят про Олега Александровича, у нас крылья поднимаются. И действительно тот человек, который дал дорогу высоким достижениям. Сегодня у нас в поселке Стердынский завершается крупнейшая стройка для всей Иркутской области. Это крупнейший дом спорта. На территории нашего поселка ежегодно, раз в 2 года, проводятся спортивные мероприятия, уже не 1 десяток лет, посвященные нашему земляку. Сегодня мы говорим, что к сентябрю месяцу мы этот дом спорта достроим, и мы будем приветствовать всех любителей борьбы, тренеров, для того, чтобы проводить традиционный турнир также у нас в поселке Стердынск. Это будет настоящим спортивным зрелищем для всей Иркутской области. Мы вас всех, уважаемые спортсмены, приглашаем. По поручению президента Федерации спортивной борьбы Иркутской области Алдарова Кузьмы Романовича, вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области,
Благодарность Софье Бальчиновой за большой личный вклад в развитие вольной борьбы и организацию турниров в памяти заслуженного мастера спорта Алексеева Олега Александровича. Благодарность Иркутской региональной федерации спортивной борьбы объявляется Хамажапову Жамсулу Жансановичу, вице-президенту Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. Всегда за каждым большим делом стоят люди, которые это дело двигают, продвигают, болеют и тем самым других людей заражают. Благодарность письмо администрации муниципального образования Ехидно-Вологодского района является Мархаеву Вячеславу Михайловичу. Выражаем вам огромную благодарность за поддержку участия в проведении третьих всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин в памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Александровича Алексеева. Благодарность письмо, конечно, самому главному нашему человеку, нашей невесте, хиритской невесте, Софье Бальчиновой. Софья Бальчинова. Благодарность письмо администрации муниципального образования Ехидно-Вологодский район выражается Бальжанимаеву Чимиту Валерьевичу, президенту Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. Наших невест любим, уважаем, ценим. Хотим пожелать большим вам тепла, уюта, здоровья, чтобы еще больше и больше людей гостей собирали. Благодарен за вас. Ну и у нас от администрации района отдельные спецпризы денежные на усмотрение оргкомитета соревнований. Софья Бальчинова, вам. Всем спасибо. Слово для приветствия предоставляется. Я извиняюсь, со мной приехал, у нас есть своя федерация, у нас много мастеров спорта. Наш президент Федерации борьбы Ехидно-Вологодского района. Всем здравствуйте. От земляков, от Борцовского сообщества Ехидно-Вологодского района позвольте вручить подарок Софье Бальчиновой. Слово для приветствия предоставляется Чимиту Валерьевичу Бальжанимаеву. Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики, ветераны нашего спорта, гости и, конечно, дорогая наша Софья Бальчиновна, родные и близкие Олега Александровича. Для Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия этот турнир, эти соревнования очень значимые, потому что Олег Александрович Алексеев очень многое сделал для бурятской вольной борьбы. И сегодня очень многое сказано. И вот видеофильм, который показывали, говорили, что он был самым первым среди лучших, первым во всем вот, он делал окно в Европу, прорубил, говорили. Это говорит о многом. Он на тренерском поприще очень многое сделал для того, чтобы в будущем наши спортсмены, вольники побеждали и становились чемпионами и призерами многих турниров. И сегодняшнее мероприятие участвуют наши молодые спортсмены, кандидаты в мастера спорта, которые, я думаю, что показывают все свое умение, мастерство. И думаю, что на этом ковре будут рождаться будущие чемпионы нашего турнира, станут
чемпионами также Европы, мира, олимпийские чемпионы. Желаю, чтобы все у вас получилось. А данный турнир мы будем также продолжать все вместе. Спасибо всем. С праздником спорта, с праздником борьбы! Слово для приветствия предоставляется другу Олега Алексеевича Вячеславу Михайловичу Мархаеву. Добрый день. Уважаемые друзья, здесь много было сказано о нашем друге, о нашем товарище и выдающемся человеку современности, как спортсмену. Да, здесь мне представили группу. Здесь ползала, наверное, находятся те, которые в те 70-е годы были в той нашей золотой команде, которой удавалось выигрывать чемпионат в командном зачете России и становиться призером. Это была дружная, мощная, слаженная, профессиональная команда. Поэтому Олег Александрович, конечно же, был у нас лидером. И находясь на всех сборах, на всех наших выездах, мы видели, насколько его был безукоризненный авторитет, и все чемпионы мира, Олимпийские игры высматривали из нашей команды Олега Александровича Алексеева, потому что он, глыба. И, конечно, сегодня особенный год, в марте месяце Олег Александровичу исполнилось 70 лет. Конечно, мы бы все сборная команда дружно могли бы встретить и вспоминать. Но и сегодня, наверное, и даже в этой ситуации мы вспоминаем, вот здесь наши жены, то есть золотой сборной находится. Мы вспоминаем, глядя на эти фотографии, вспоминаем нашу юность, молодость. Мы и благодарим Олега, который был в нашей судьбе, с которым нам по жизни повезло быть в одной команде. И Олег Александрович, как человек, был весельчак, балагур, человек, который зажигал во всех ситуациях. Вот человек такой мощи, глыба, как я уже сказал, он был настолько прост в общении. Но откуда все это? Поэтому мы, конечно, говорим, когда парень из Улуса достигает таких высоких результатов, конечно же, благодаря малой родине, благодаря тем святыням, благодаря именно родителям и наставникам. Первым наставником, вы знаете, были братья Баймеровы. И в последующем мы занимались в маленькой спортивном зале, которое было 6 на 9 всего. И когда сегодня говорят о том, что нам нужны вот такие большие спортивные залы и многое другое, не все это определяет. Поэтому именно с той маленького актового зала, борцовского зала Бурятского государственного университета на Борцовой 11 вышло столько мастеров спорта международного класса и мастеров спорта СССР и России. Поэтому среди нас стоит Валерий Николаевич Иванов. Валерий Николаевич, давайте мы поаплодируем человеку, который в строю находится до сих пор. Потому что были потери. И Валерий Николаевич не может с этим смириться. Он знает потенциал наших борцов, потенциал нашей Родины. И мы призваны, должны дать более высокий результат. И Валерий Николаевич делает все возможное. Когда он нас тренировал, когда он учился в аспирантуре, приезжая сюда, в республику, после тех в Москве занятий, он не ехал домой. Приезжал с чемоданом в наш спортзал и продолжал тренировки. Валерий Николаевич, здоровья, благополучия. Я думаю, что Александр, находясь там, видит и слышит все это. Поэтому вам успехов, здоровья, благополучия.
Ну и, конечно, тех спортивных высот, к которому стремится весь наш спортивный мир, вся Бурятия. Всего доброго. Позвольте определить золотой сборной. Софья Валентиновна, можно? Да? Софья Валентиновна, я не перестаю говорить, мы помним эту звездную пару в институте. И, наверное, Софья Валентиновна, только Олег Исаевич мог овладеть вашим сердцем, да? Мы знаем, мы были свидетелями всех ваших отношений, начала. Мы очень рады, что род продолжается. Всего вам доброго, терпения и, наверное, у Олега Исаевича, такого человека, как он, такая жена, как вы. Вам всего самого доброго. С праздником! Всего самого доброго! Слово для приветствия предоставляется личному тренеру Олега Алексеева Валерию Николаевичу Иванову. Уважаемые земляки, сегодня тот день, когда мы все должны вспомнить такого великого человека, как Олег наш, вспомнить, как он вел себя все наши секции, республиканские, сборной нашей золотой команде. Действительно, конечно, вот поступил он сперва в технологический институт в то время. Потом пришел, говорит, я хочу перевестись на спортивный факультет 7 ноября. Поступил летом, 7 ноября пришел ко мне, говорит, вот я хочу, переведите меня на спортивный факультет. Ну, я тогда сказал ему, с сегодняшнего дня давай начинай тренироваться в нашей секции. И осенью, когда будут набирать на спортивный факультет экзамены, я гарантирую поступление. Ну, потом в следующий год уже поступил в наш факультет. С тех пор находился, пока я не уехал учиться в аспирантуру в Москву. Это в 1977 году. Я очень рад, что первый чемпион центра маленького спортивного зала в общежитии Варсоевском. Это сейчас Ислам Михайлович сказал, 5 на 9 метров общежития, там брали перегородки, вот оттуда вышли Олег Алексеев, вот это вся плеяда. Здесь находится также мой воспитанник Сергей Миронович Пашинский, вот они все оттуда вышли. Я думаю, что это не зависит от того, что какой зал был, мы всегда работали. И очень, конечно, сложности, конечно, были. Были то, что мы далеко находились от борцовского центра нашей России. Но, тем не менее, вот с этого зала вышел Олег, сперва чемпионат России в 1976 году выиграл. Это в Орджоникидзе. В тот же год он выиграл Белийский турнир, завоевал путевку на чемпионат Европы. Но после этого, когда я уже ушел с 4 года, Олег пришел к Геннадию Владимировичу, моему другу, который мы вместе жили в общежитии. Я помните тот день, когда мы играли свадьбу в деревенском доме. Соня такая молоденькая, такая была, знаете. Федор Николаевич был свидетелем этой свадьбы. И вот мы так провели его, с тех пор вот такая семья здесь, бурятская наша. Ну, что сказать сейчас нашим молодым? Помните, что такие были Олег Алексеев, Мархаев, там, Илья Гармаев, ну, все золотая команда, здесь Гармажа Пацаринов сидит, седой весь, тоже. После чемпионата России 1977 года эта золотая команда создалась, которая, это протокол все полностью у меня есть, как мы выступали, как боролись, это 1977 год, город Улан. На этом месте был 3 ковра выстрелено на стадионе 25-летия. Там 2 чемпиона России, 5 серебряных медалей и 1 4-е место Володя Молданов. Мы команду тогда 2-е место заняли, Дагестан пропустили, потому что дагестанцы у себя в федеральном округе завоевали 10 путевок, а мы, Сибирь, Дальний Восток, завоевали всего 8 путевок. Мы проиграли им, дагестанцам, 6 очков. Это очень мизерно было.
вот было это преимущество Дагестана. Вот оттуда пошла наша сборная как золотая команда. Ну что, пожелаю вам, молодым нашим борцам, тренерам, работать, не покладая рук. Пока что мы не покорили олимпийское золото. У нас есть бронзовая медаль Базаргуруева, но золото пока нет. Чемпионы мира есть, Европа есть. Осталось только золото Олимпиады. Спасибо вам всем болельщикам. Слово для приветствия предоставляется Владиславу Матвеевичу Бумбошкину. Уважаемые спортсмены, тренеры, дорогие наши гости, болельщики, уважаемые земляки. Я думаю, что сегодня у нас идет такой хороший урок патриотизма, хороший урок истории. Вот вы молодые борцы, которые сегодня стоите, я думаю, что каждый из вас мечтает стать чемпионом. И вот говоря сегодня об Олеге Алексеевиче, я может сказать, самый такой достойный пример. Почему? Потому что, смотрите, в современной истории спорта Республики Бурятия Олег, начиная с 1952 года Олимпийские игры, Олег Алексеев является самым первым человеком, который стал таким большим, дал результат на международном уровне чемпиона Европы. Вот это, как он стал, вы должны, молодые люди, изучать его, изучать, как тренер работает. Вот смотрите, он лежал, спал, чтобы не терять время, тут же, не вставая, поворачивался и отжимался сразу с пола. Понимаете? Вот это люди, которые хотели достичь результата. Но я сегодня хотел бы, соединяясь с тем поздравлением, отметить тренеров. Еще раз тренеров. Почему? Потому что очень важна роль у тренера. Тренеры в спорте являются самым важным звеном, самым основным человеком. Вот первый тренер, уже с вами Михайлович говорил, Константин Батюрич Воймей, деревни, Мусорне, который, Олег Алексеев, вы знаете, что он был велосипедистом и хорошие результаты показывал. Вот тренер нашел ключи, чтобы сделать его борца. Геннадий Батюрич Воймей, Валерий Николаевич Иванов. Вот Валерий Николаевич, сейчас посмотрите, история бурятской борьбы. Понимаете? Вот, сейчас сам только рассказывал, вы должны эти уроки осваивать. И вот говоря о Константине Батюриче, я хочу сказать, вот Маргарита Январиевна Воймеева, здесь находится супруга Геннадия Батюрича Воймеева. Маргарита Январиевна, встаньте, пожалуйста. Приветствую. Сколько борщей, щей, пост сделали, чтобы Олег Алексеевич стал чемпионом. Поэтому я еще раз хочу сказать, молодые борцы, будьте достойны. Что такое слово достоинство? Вот я недавно одному из таких наших лидеров вольной борьбы говорил, ты должен себя вести прилично. Нельзя на ковре драться, нельзя на ковре проигрывая обижаться. Значит, еще слабо тренируйся. Поэтому я хочу, чтобы вы, богатыри, поставляя свою деревню, свой род, вы должны себя вести достойно. Естественно, стать успешной жизни. Всех благодарю. Еще раз, праздником всех вас. Будьте достойны. Слово для приветствия предоставляется супруге Олега Александровича Софье Вальчиновне Алексеевой. Всем добрый вечер. Разрешите мне, пожалуйста, от себя лично, от всей нашей семьи, от всех наших родственников, здесь сестра Олега Александровича, Августина Александровна, Маргарита Валерьевна здесь, Оксана Анатольевна, поблагодарить всех организаторов этого турнира, поблагодарить прежде всего Министерство спорта Республики Бурятия. В свое время они поддержали и продолжают поддерживать развитие этого турнира. Хочется поблагодарить всех спонсоров. Но я думаю, вот борьба, спорт, она не может быть без зрителя, она не может быть без болельщиков. Низкий поклон всем, кто сегодня бросил все свои дела, огородные, прочее, и сегодня пришел посмотреть на борьбу, и завтра посмотрит финал. Хочу пожелать вам, в ваших домах, тепла, уюта, добра. Пусть будет благополучие, пусть будет мирное небо над головой.
И присоединяясь ко всем тем пожеланиям, которые сегодня звучали, я хочу пожелать молодым ребятам успешного старта, взять больших высот. Хотелось бы объективного судейства. Надеюсь, что все это будет. И можно я с шпаргалочкой? В жизни по-разному можно жить. Можно в горести, можно в радости. Вовремя пить, вовремя есть, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженное солнце достать и подарить его людям. Олег Александрович жил такой. Он подарил нам чудо. Он одержал победы практически над всеми действующими чемпионами мира и призерами чемпионами Олимпийских игр. И это было чудо. Простой сельский мальчик из глубинки сибирской, когда завоевывал пересталы Европы, когда всех припечатывал к ковру чемпионов, и Олег до сих пор отправляет мне привет, семье привет отправляет, и все помнят и очень уважают Олега Александровича. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам, чтобы они достигли таких же высот и при этом все-таки тоже дарили солнце и чудо всем своим болельщикам, всем своим тренерам. Может потому, что он очень много дарил нам солнца, он очень быстро у нас сгорел. Всем спасибо, всем здоровья, успехов, удачи. Спасибо за внимание. Для вручения удостоверений и нагрудных знаков приглашается министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Козырев Иван Валерьевич. Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» по спортивной борьбе вручается Алексею Николаевичу Пинтаеву. Ваши аплодисменты. Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» по спортивной борьбе вручается Ананде Будажанаевичу Гашиеву. Сертификат от Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия на 200 000 рублей вручается организатору народной стройки борцовского зала в селе Храмшай Волгинского района Жаргалу Бабасан Даджиевичу Курбуеву. Вручение проводит Чигит Валерьевич Большенимаев. Право открыть третий всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Олега Александровича Алексеева предоставляется министру спорта и молодежной политики Республики Бурятия Ивану Валерьевичу Козыреву. Третий всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин в памяти заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы Олега Александровича Алексеева считать открытым. Внимание! Равнение на флаг.
Комендантская бригада. Просьба подойти к сцене. Дуро. Эфирни я уже не говорю, вы жита. Только что двое не говорю. Вроде вы уж. Вроде идет. Идет Максахонский сельский дом культуры. Уважаемые зрители, участники, тренеры, мы продолжаем наши соревнования. К выходу на ковер А приготовятся борцам весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Дугаржапов Цирен, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Шатханов Андрей, Республика Бурятия.
А на ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов от 1/4 финала. Михеев Геннадий, Иркутская область, Ачиров Галсан, Республика Бурятия. А на ковер А приглашается повторно Амглан Сидеев, Республика Бурятия, Арслан Царендажиев, борцы весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Доброжанов Царен, Республика Бурятия, Забайкальский край, Андрей Шапхан, Бурятия. Камера А на ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев, Иркутская область. На ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев. А на ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев, Иркутская область. Ввиду неявки Геннадия Михеева победа присуждается Галсану Ачирову, Бурятия. Приглашается Батон Аблаев, Жамсан Карпунов. На ковре А после этой встречи готовится борцам
весовой категории до 86 килограммов. К выходу на ковер приготовиться борцам веса 92 килограмма. Дугарову Михайлову, Дамдину Матмажапову. На ковре А в красном трико борется Цирен Дугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Цирен является кандидатом в мастера спорта. Его соперник Андрей Шатханов, представитель команды Республики Бурятия, имеет первый юношеский разряд. Чисто техническую победу одержал Цирен Дугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. На ковер А приглашаются Церембилов РД, Республика Бурятия, Большимаев Арсалан, Республика Бурятия. Она есть? Нет, просто. Она открываешь. Но это же там же видишь, включают. Да. А как мне связать? Захват. Видишь, я через карту захват. Надо вот зачетить. Здесь. Перезаждение. Видишь, а здесь нету. У меня еще одного этого не видишь. Короче, две карты. Там нету. Еще одного USB нет. Я не могу здесь. Хотя есть не могу сделать. Один раз, два раза делал. Когда я сюда откнул этот хаб USB, который делал 4. Но там очень сложно. Короче, настраиваешь, тут когда в один когда будет камера, камера, да, там только у тебя звук будет. А когда второй включаешь, второй камеру, оно не будет. Когда надо будет Когда либо два оттуда с камеры, или каждый полет с каждой камеры. У меня, видишь, один не стоял. Вот вверху стоит, вторая камера, видишь. Поэтому видно. Еще один спорт нужен. Спокойно. Либо обе камеры с микрофоном.
Да, да. Чтобы, ну, хороший, чтобы звук, хороший звук. Ну, здесь, в принципе, нормально. Если бы я один ковер взял, мог бы без звука. Если сейчас я вот этот включу, здесь у меня звук не будет. К выходу на ковер А приготовиться Садашвилю, Бадмадарши, Елбаскину, Артуру. Текст, сами табло. Главное, камера, вот это тоже просто картинка, текст. Для нормального эфира мне нужно шаг. Вот это на телефоне я снимаю 95%. Смотри, поэтому не заметно. Пускай работу! Пускай держи 20 секунд! 20 секунд держи! Время! Готов! Не скажешь, что на телефоне можно все красиво. На самом деле, на компьютере включишь, Подними, вот, хорошо, держи, 10, держи, не лезь, давай быстрее, держи, стой, стоять надо, 4, стой, подмигивай! А на ковре победу держал Батон Амбаев в Бурятии. Приглашаются Дугар Михайлов, Дамгин Бадмажапов. Весовая категория 92 кг, третий круг. Дугар Михайлов, Дамгин Бадмажапов приглашается на ковер Б. я когда запись нажимаю, начинаю тормозить. На ковер приглашается Руслан Юшин, Иркутская область. Кирилл Ильхитуев. На ковер Б приглашаются Руслан Юшин, Кирилл Ильхитуев. Ставили все равно плохо. Повторно на ковер Б приглашаются Руслан Юшин, Иркутская область, Кирилл Ильхитуев, Бурятия. На второй день вообще экран, такая же есть какая-то. Он, видимо, не понимает, что это
Дорогие друзья, уважаемые участники, разрешите представить главную судейскую коллегию всероссийского турнира. Главный судья соревнований Александр Гармаев, судья всероссийской категории. Главный секретарь соревнований Марина Айдопова, судья всероссийской категории. На ковре Б работает судейская бригада, руководитель ковра Баир Ивакинов. Арбитр на ковре Алдар Бабдуков. Боковой судья Ато Церендаши. На ковре А победу одержал Большимаев Арсалан, Республика Бурятия. Приглашаются Цедашиев Бадмадаржи, Иркутская область, Келбаскин Артур, Республика Бурятия. К выходу на ковер приготовиться борцам веса 125 килограммов. Второй круг. Шота Корди, Иркутская область, Эрдем Серенджабов, Бурятия. Чисто техническую победу на ковре А одержал Елбаскин Артур, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Бадаев Магомед, Иркутская область, Евдокимов Алексей, Иркутская область.
ковре А после этой встречи приготовятся борцам весовой категории до 97 килограммов Галсанову Александру, Большиньмаеву Бадми. Техническую победу на ковре А одержал Евдокимов Алексей, Иркутская область. На ковер приглашаются Галсанов Александр, Республика Бурятия, Большиньмаев Бадма, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Руслан Юршин, Иркутская область. Приглашаются Шота Гордиев, Иркутская область, Эрдем Серенжапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Раз в 2 месяца. Сколько уже? 100 февраля, да? Вот слишком не набирается. Несколько раз успели уже, да? Я как раз два раза спер, третий еле-еле там набрал. Вкус почувствовал и хватит. Было раньше вам? Тоже знал-то. Просто ты мне подсказал это. На ковре А к выходу на ковер приготовится полуфиналистам весовой категории до 57 килограммов. К выходу на ковер приготовится Айдару Санджиеву, Чингису Вальжимаеву.
А на ковре чистую техническую победу Попалова держал Шота Гордиев, Иркутская область. Приглашается Айдар Санджиев, Бурятия, Чингис Пожимаев, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Здравствуй, пальцы! Здравствуй, пальцы! К выходу на ковер приготовят Республика Бурятия, Пучков Сергей, Республика Бурятия.
На ковер А приглашаются первая пара полуфиналистов весовой категории до 57 килограммов. Рабданов Эрдени, Республика Бурятия, Пучков Сергей, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы веса 61 килограмм, полуфиналы. Константин Хангалов, Дамдин Церенджапов.
А на ковер Б повторно приглашается Константин Хангалов, Иркутская область, Намгин Серенджапов, Республика Бурятия. Весовая категория до 61 килограммов. 1/2 финала. К выходу на ковер А приготовятся Бархан Шабдурову Баиру, Дубинному Вадиму. А на ковре Б победу одержал Намгин Серенджапов, Республика Бурятия, и выходит в финал. Приглашаются Эрдем Баракшонов, Республика Бурятия, параллельно Забайкальский край, Беликто Данджапов, Бурятия. Повторно на ковер Б приглашается Беликто Данджапов. Все должны
борьбы победу уже держал РТ Баракшонов. Приглашают спортсменов веса 70 кг, 1/2 финала. Батыр Цигинджапов, Бурятия. Баир Цигенов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. На ковер повторно приглашается Батыр Цигинджапов. На последних секундах Эрдемир Абданов вырвал победу и выход в финал Всероссийского турнира памяти Олега Александровича Алексеева. Победу одержал Эрдемир Абданов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Шакдуров Баир, Республика Бурятия, Дубинный Вадим, Иркутская область. К выходу на ковер приготовится Кишиневаеву Тамину, Якимову Сергею, Иркутская область.
килограммов. Есть тени. Есть. Пойдет. Пойдет, мост делай. Мости, через мост. На ковре Б победу одержал Бадр Цидинджапов, Бурятия. Приглашается Тамир Еженемаев, Сергей Якимов, Иркутская область.
На ковре А победу одержал Шабдуров Баир и стал вторым финалистом весовой категории до 57 килограммов. На ковер приглашаются первая полуфинальная пара весовой категории до 65 килограммов. Венчинов Ренчин, Республика Бурятия, Федосеев Александр, Иркутская область. Кто там не сразу же открывается через время. Я тоже... Красный зон! Зон! После Тибиловска будет набран, он сразу появится. Нет, сразу можно. Не знаю, я потому что читал, сразу Содержит до стажа белый. Ой, в смысле, подпиши. там, по-моему, от стажа. На ковре победу одержал Тамир Ишнимаев, Республика Бурятия, Забайкальский край. И выходит в финал весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются борцы веса 79 килограммов. Жаргала Южанаев, Бурятия, Павел Шашлаков, Иркутская область. Ух ты, я. К выходу на ковер приготовиться борцам
Толстикову Руслану, Ренчинову Владимиру. Хашкуш. Хашкуш. На ковре А в упорном поединке победу одержал Федосеев Александр, Иркутская область, и стал первым финалистом весовой категории до 65 килограммов. На ковер приглашается
К выходу КВР приготовится Алсану Ачитову, Бато Тамбаева. На ковре победу держал Павел Шестаков, Курской области. Приглашается Алсан Ачитов, Бато Тамбаев. Vurun, yürü. Ramın var üzerine. Şöyle hep oldu. К выходу на ковер А приготовятся полуфиналистов весовой категории до 74 килограммов.
Сегодня в Киргизии, в столице города Бишкек, на международном турнире наши девушки Жаргалмат Ремпилова и Ирина Алагонова завоевали медали. Жаргалмат Ремпилова завоевала серебряную награду в весовой категории до 59 килограммов. Ирина Алагонова, заслуженный мастер спорта, завоевала бронзовую награду в весовой категории до 55 килограммов. Поздравляем наших девушек с международным стартом. На ковре А определился первый финалист, второй финалист весовой категории до 65 килограммов, и им стал Толстиков Руслан, Республика Бурятия. А мы приглашаем полуфинальную пару весовой категории до 74 килограммов Оржак Оттук, Республика Тыва, под каменем Бабасан, Республика Бурятия. К выходу на ковер Б приготовились спортсмен веса 86 килограммов. А на ковре Б победу одержал Бату Дамбаев, Бурятия, и выходит в финал весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Арсалан Баженимаев, Бурятия, Артур Елбаскин. 1/2 финала, весовая категория 86 килограммов. На ковре А в красном трико борется представитель команды Республики Тыва Оржак Оттук. Оржак Оттук является кандидатом в мастера спорта. Его соперник – спортсмен, представляющий команду Республики Бурятия Бабасан Подкаменев. Кандидат в мастера спорта. Оспаривают борьбу за выход в финал. На ковер Б повторно приглашаются Арсалан Баженимаев, Артур Елбаскин.
на ковер А приготовится второй паре полуфиналистов Сидееву Ангалану, Дугаршапову Цирену. загрузить. Что, снимать? Удобность программы. Запись нажимаешь. Оттуда уже сразу На ковре А победу одержал Оржак Оттук, Республика Тыва, и вышел в финал весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Цидеев Ангалан, Республика Бурятия, Дугаржапов, Цирен, Республика Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край.
А на ковре ему победу одержал Арсалан Вальжигимаев. Приглашаются Алексей Евдокимов, Борис Хабдагаев. 1-2 финала, весовая категория 86 килограммов. На ковре А в красном трико Амгалан Цидеев, представитель команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико Цирен Нугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край, кандидат в мастера спорта.
На ковре А победу одержал Цирен Дугаржапов и стал вторым финалистом весовой категории до 74 килограммов. А на ковре победу одержал Алексей Евдокимов, Иркутская область, и выходит в финал весовой категории до 86 килограммов. Захунда Тахаракшит. Монодремный эфир здорово. Углодар Арванага. Турнира. Утешительный финал. 11:00.